Итак, всем доброй ночи, друзья мои. Я сегодня в прямом эфире провожу ритуал Беркана Матерь. Ритуал роста и процветания. Но прежде чем начать, я хочу посмотреть форум. В последнее время почему-то с первого раза прямой эфир не очень получается, а хотелось бы. Есть кто-нибудь в форуме? Напишите мне, чтобы я сориентировалась и продолжила. Все замечательно. Значит, все меня слышат и видят. Дорогие друзья, начнем с того, что недавно я обещала, что любой мой ритуал, который будет свистнут, любая моя идея, которая будет присвоена, мной будет возвращена на родину. Тем более, вы прекрасно знаете, что мои знания и бормотание сумасшедших существ – это очень разные вещи. Понятия не имею, что там бормочет, потому что прекрасно знаю, о чем примерно может идти речь у таких невежд. Но мне передали, что вот, смотрите, опять взяли вашу идею процветания и прочее, прочее, и выдали какую-то херотень. Естественно, я сказала, верну на базу и покажу настоящую работу, полезную людям. Я в последнее время не всегда пишу, что для практиков. Объясню почему. Я хочу, чтобы люди внимательно относились к моему каналу, к моим работам. И не просто бегали смотреть то, что им удобно и выгодно. И некоторые набрались наглости, уже отмечают внизу, с какой минуты ритуал начинается. То есть главное лишь бы что-нибудь прочитать. Я хочу, чтобы люди относились серьезно к моему каналу, к моим работам, чтобы они смотрели, понимали, что такое для практиков, что такое не для практиков. А то одна женщина, с позволения сказать, вчера написала: я 2 года смотрю ваш канал, могу ли я себя уже считать практиком? 2 года смотреть мой канал и ни хрена не понять. Какого хрена вообще смотрит, я понять не могу. Вы знаете, за столько лет, сколько мы с вами есть, себя по-свински и грязно повели, наверное, если в общем и целом собрать, человек 20. Вот не более в моей памяти. Но поскольку мы привыкли к тому, что нашу работу ценят и благодарят, такие моменты особенно остро запоминаются именно по этой причине. И я хочу вам сказать, что себя по-свински и по-ублюдски повели люди, которые получили мою помощь совершенно бесплатно, которые поменяли свою жизнь, которых я вытащила с того света. И вот эти вот выродки, ублюдки, самое интересное, когда мне передают, что они пишут. Они пишут однообразные вещи. Все от нее уходят, она не видит. Кто все? Так и хочется спросить. Вот крысомордая тварь, недавно написавшая, что все от меня уходят. Ты выродок, которому я подарила новую жизнь, которая каждый день меня благодарила. Кто все от меня уходят? Вот такие вот живности на двух ножках, они пытают свои подлости и грязь оправдать тем, что, мол, ну все от нее уходят, и я ушла. Вот кто все от меня ушли? У меня каждый день по нескольку сотен человек подписываются и приходят, и просят моей помощи, и благодарят. И каждый день мы пакуем посылки, каждый день принимаем благодарности, письма от людей. Кто крыса от меня уходит? Вот такие крысы, неблагодарные свиньи, твари, как ты, мне не жалко, что от меня уходят. Не хотела говорить много внимания таким скотам, но скажу. Знаешь, уважаемая крысомордая, которая отправила, посмотрите, Инга, вот до чистки и после, и подарок отправила мне, и благодарила.
Вот ты, крысомордая, чтоб ты знала, я никогда не жалею о тех людях, которые ушли. Точно так же, как мы не жалеем о говне, которую спустили в туалет, в унитаз. Уж извините за такое сравнение. Это то же самое, если бы я жалела о мусоре, который из дома выношу. Мусор, который уходит с моего канала, не вызывает у меня ни капли жалости. И никогда не следила, и чихать она не хотела. Просто омерзительно всегда, когда человеку ты помогаешь совершенно даром, спасаешь жизнь человека, а человек с таким ублюдством тебе отвечает. Причем самое интересное, что человек пишет: я ушла из ведьминой избы, ушла, хер с тобой, кому-то интересно вообще. Все делала, все получается, но я ушла, и никаких претензий. У тебя, тварь, еще и претензии должны быть ко мне, к человеку, который совершенно бесплатно тебя, выродка, вернул с того света в эту жизнь нормально. У тебя претензии должны какие-то были быть к ведьминой избе. У меня нет никаких претензий. У тебя, крысомордая тварь, еще и претензии, оказывается, должны были быть. Очень интересно, конечно. Я тебе скажу, крыса, вот такие, как ты, тоже писали вначале, пишут, потому что там есть особое внимание. Вы понимаете, такие люди, они там чувствуют себя важными, они самоутверждаются, они как вам сказать, они себя чувствуют важными персонами. Там готовы принять любую тварь, облизать жопу до поры до времени, а потом обозвать, сказать последние слова и выкинуть нахер. Мы это уже видели. Так вот, они просто себя чувствуют значимыми, уходя туда, там, где 10-15 человек, каждой твари рады, каждую тварь возвышают до небес, называя там не знаю кем еще, понимаете? Андрей Демидов, пошел вон отсюда. Слив энергии или что, не твое собачье дело. Ты свою энергию сохрани. Так вот там рады каждой твари. Потому как для них важен любой, хоть черт сам придет туда. Доброй ночи. Они рады принимать. Вы знаете, испокон веков, почему называли предателей презренными? Никто не задумывался. Потому что эти люди вызывают рвотный рефлекс и презрение. Вот представьте, ты берешь, спасаешь человеку жизнь. Вот реально вытаскиваешь с того света человека. Человек тебя благодарит, отправляет подарок. Просто благодаря тебе живет, отправляет фотографии до и после. До была труп просто вонючий, а после цветущая женщина. И после этого человек где-то идет, пишет о тебе плохо. Вот какое может быть чувство у вас? Какое может быть чувство к таким людям? Презрение, блевотный рефлекс. Потому что нигде не уважают предателей. Предателей просто используют. Это уже не первый случай, не второй. Сначала они хвалят друг друга, а потом, когда уже грызутся, они напоминают: а помнишь, Хосроева, ты дружил с Хосроевой, а потом предал? Да кто ты такой? А до этого времени очень близкие были хорошие друзья, на века подруги и так далее. Мне всегда было смешно, когда люди, предавшие меня, не увидевшие моего добра, там писали и клялись друг другу в вечной дружбе. Мне было так смешно. Я говорила: помните Амара Хаяма? Предавший верности клянется, продавший нежно улыбнется, урод над красотой смеется, дурак над гением Творца. Вот то же самое. Предавшие верности клянутся друг другу, какие они верные будут подруги. И через некоторое время мы слышим, какие они были верные подруги. Неужели вы не понимаете и до вас не доходит, кто предал того человека, который ему сделал добро, он вас предаст за 3 копейки. О чем речь вообще? Так вот, сожалею ли я о предателях? Никогда. Я им говорила всегда: идите куда хотите, рот свой вонючий, в мою сторону не открывайте. Но запомни, крысомордая, вот до тебя еще пару таких было тварей, как ты. Они тоже так писали. И причем это твари, которым просто, понимаете, волосы дыбом. Человек приехал, беженка, ничего нету, никого нету. Просто такая была помощь. Они начали жить лучше, чем местные люди. Человек, у нее болела мать, вытащила мать с того света. Люди, получая стабильность через меня, они начинают забывать, кому они обязаны этой стабильностью. Они думают, что так было всегда.
Понимаете? Они начинают себе почему-то присваивать эти все заслуги. Они почему-то думают, что эта стабильность пришла благодаря им. Они напрочь забывают, кому они обязаны этой стабильностью в жизни. Понимаете? Вот почему это происходит. Люди привыкают к стабильности, и они начинают думать, что это их заслуга. Они не понимают, что когда они обидели автора ритуалов, эти ритуалы у них работать не будут. Они не будут им больше помогать. Они для них станут ядом. Любые, кто воровал мои ритуалы, у них в жизни ничего хорошего не случилось. Мои ритуалы разрушают плохое, но если человек мне сделает гадость, могут разрушить и его жизнь. Вы понимаете как? Это все равно, как бить мать и попросить у ребенка помощи. Вот взрослый мужик, подходите, говорите, помоги мне там в чем-то там, каком-то деле подсоби, и тут же поворачиваетесь и материте его мать. Он будет вам помогать, он вам морду даст. То же самое мой ритуал. Я создала, вы, твари, пользуетесь, свиньи неблагодарные, и меня обхаиваете. И вы думаете, что мои ритуалы вам будут дальше помогать? Они вам помогали до того, пока вы меня уважали. Понимаете? Вы должны уважать того, кто вам это дал. Только тогда они помогают. Я даже не знаю людей, я их никогда не видела. Они мне пишут и благодарят. Просто из адской жизни возвращаются к жизни. Выкупают машины обратно, выкупают золото обратно, дома покупают. И, слушай, девочка, пошла нахер отсюда. Школьница пришла тут, притащилась. Забейте. Не твое собачье дело, что я буду забивать. Рот закрыли вообще. Я разговариваю, слушать меня. Что я буду говорить, как я буду... Я уже сказала, мне советы раздавать не надо. Я всегда буду выражать то, что хочу. Так вот, я этих людей не знаю, но они мне благодарны. Мне не нужно ничего поклонения. Не надо, чтобы мне кланялись день по 50 раз. Не надо мне подарки. Просто уважение человеческое, понимаете? Так вот, крысомордая, я тебе говорю, ты прекрасно знаешь, кто ты и о ком я говорю. Много чести тебе, выродку, говорить что-либо лично вот в лицо и по имени. Вот как те смеялись и досмеялись, и ты, тварь, досмеешься. Ушла и ушла, неблагодарное свино. Могла просто молча убраться. Ты, тварь, каждый день насиловала мозги мне, Яне, сутками писала. Она устала от тебя. Просто устала. Теперь ты пошла сутками там пишешь. Этих тварей там убеждают. Не бойтесь, все хорошо, не переживайте. Она ничего не сможет, ничего не сделает. Но когда ты упадешь в ту яму, откуда я тебя вытащила, вот эти советчики, никто из них тебе не поможет. Запомни. Точно так же, как не помогли тем, кто до тебя был. Предательство – самая мерзкая вещь на земле. Люди, которые способны так по-свински себя вести, у них ничего хорошего никогда не будет. Ничего. Потому что это, еще раз объясняю, такое поведение, оно утончает вашу защиту в этом мире. Рано или поздно вы упадете в эту яму. И я подтолкну и помогу. А теперь можешь дальше идти и писать, что у тебя все хорошо, все прекрасно. Чуть-чуть. Вот эти клоуны 3 месяца назад тоже у них было все хорошо и прекрасно. Когда я один раз сказала, 2 раза рты свои закройте, вонючие. А потом начала действовать. И они стали все союзные клоуны. Их уже никто всерьез не воспринимает. Да и тогда особо не воспринимали. Все перегрызлись, погрызлись. Вот и все. Человек, который предает, ему предает свои принципы. Он никогда не добьется ничего хорошего в жизни. Это запомните. А что касается того, переживаю ли я? Мне смешно. Я презираю таких людей. Я не переживаю за говно, которое смыло в канализацию. Никогда. Так, никто никогда в мою жизнь не возвращался, кто хоть один раз меня предал. И не вернется. И вы меня прекрасно знаете. Я не из тех людей, которые грызутся сегодня, обзывают друг друга. Завтра на брудершафт пьют и обнимаются, и друг друга хвалят. Я такой не была и не буду. Итак, Беркана. Дорогие друзья, если руну Беркана вот так повернуть, она напоминает грудь. То есть груди, если уж так грубо говоря. Ее называют грудь богини или грудь матери земли. Беркана – руна роста, руна благополучия, рождения, перерождения.
перерождение природы имеется в виду, потому что все вымирает, уходит природа, оттуда перерождается. Руна Беркана, некоторые даже сравнивают ее с горой Арарат, говоря о том, что человечество вышло оттуда, а так и есть, из Междуречия, из Араратской долины вышло человечество. И что руна Беркана – начало-начал, выход из ситуации, выход из трудностей, кормилица, поэтому ее называли Матерь Беркана. Считали, что она посланница богинь, что она сама Матерь, которая приходит и помогает подняться в этой жизни. Кроме всего прочего, считалось, что это два рода человека, материнский и отцовский род. И что этими двумя родами человек получает энергию в свою жизнь, потому что человек зависит как от материнского рода, так и от отцовского рода, поскольку он унаследовал их и привычки, и генетику, и кровь. Поэтому руна Беркана считается семейной руной, руной благополучия, дарующей удачу. И ее еще называют Матерь Беркана. Ее цвет белый в германской мифологии, то есть рунологии, теологии и так далее. Ее цвет зеленый в скандинавской, норвежской теологии. У нее сила земли. Это руна земли. И это руна, которая через духов земли, через духов мироздания, первоздания и так далее помогает росту. Все растет с земли. Через руну Беркана призывали духов леса, лесных духов. Через руну Беркана призывали лесную госпожу для того, чтобы она защитила окруженность, округ дома, то есть местность, где они жили. Руна Беркана – это руна, которая лечит и помогает. Ее еще называют молоко мироздания. То есть это руна, которая кормит, помогает человеку, чтобы у него было больше прибавления достатка, который у него есть. Руной исцеляли больных, заговаривали на воду и давали пить. Становление – это руна, карьерный рост, физический рост, рост здоровья, развития и так далее, и так далее. У него просто бесконечность символ, потому что человек растет, растет, растет без конца до самой своей смерти. Но и после смерти его рост не прекращается. Если человек был известен, он и после смерти его имя растет. Он и оттуда помогает своему имени, то есть имени расти, и чтобы о нем не забыли, понимаете? Сильные души, дорогие друзья, они имеют возможность прийти к нам из того мира и вдохновить людей здесь для того, чтобы о них много писали, много говорили. Чем больше пишут, говорят, тем больше энергии идет этой душе. Я вам уже говорила, объясняла. Откройте память, есть сила. Что касается рун, великие руны, открывайте и смотрите, чтобы поняли, почему непрактикующим людям, непосвященным людям нельзя трогать рунную магию. Итак, дальше, дорогие друзья. Обереги. Обереги, талисманы. Я еще тогда вам объяснила и сказала. Обереги делают индивидуально. Начитывают. Если, например, человек отправляет оберег с какой-то своей работой, то он начитывает определенному количеству оберегов, начитывает и отправляет людям, которые, например, взяли какой-то его там предмет, ну, куклы, например, да, делали в древние времена, матанки делали ведьмы и отдавали как защиту. Вместе с ним и оберег отдавали. Такое реально и возможно. Но вот именно, чтобы просто можно было взять и всем подряд обереги делать вот такие, это неправильно, потому что все-таки делает это мастер. Понимаете, дорогие друзья, мастер должен это делать по той простой причине, что мастер делает обычно после того, как поработал с человеком, очистил его энергетику,
улучшил его состояние, потом уже просто усиливает его финансы определенным оберегом. Итак, что я хочу вам сказать. Вот здесь две руны Беркана. Я попросила Яну их сделать, она их умеет делать. Очень много случаев, когда ведьмы прибегали к мастерству других мастеров. Например, они не умели ковать или там э, выжигать на коже, на металле и так далее. И, естественно, это делали мастера, которые это умели. Но заговаривали, усиливали это ведьмы. Сейчас, секунду. Ой. Цвет зеленый, согласно тому, что это руна роста и руна природы. Поэтому цвет алтаря желательно, чтобы он был зеленый. Сейчас, секунду. Что-то он не зажигается. Такой необычный мини-котелок. Я люблю такие миниатюрные штучки, напоминающие более взрослые работы, да, сильные. Но, в принципе, у ведьм эти котелки и прочее, прочее должны быть. За время они в любом случае собираются. Ну, просто нет такого, что, понимаете, мы просто фанатеем от своей работы. И нет такого, чтобы вот 20 лет, 30 лет, 40 лет практики, и люди просто на экран ставят какую-то фотографию, какую-то там природу или какую-то там, не знаю, несколько каких-то карт и одну свечу, и все время вот этим проводят ритуалы. Такого быть не может, потому что вот это все равно как хирург без своих инструментов. Хирург может один раз, два раза объяснить, что, как на фотографиях и все. Но если он хирург, он должен иметь свои инструменты. То же самое и касаемо ведьмы. Рано или поздно у тебя собирается эта атрибутика, огромное количество. Мало того, что тебе дарят, ты где-то приобретаешь в сильных местах. У тебя огромный арсенал, я уже показывала. Перья птиц должны быть, мох должен быть, из гиблых мест даже мох, осина и так далее, и так далее. Кстати, хочу вам сказать, что в скандинавской теологии руну Беркана сравнивали с березой, которая растет и поднимается, и сажали возле своих домов березу. Березу как знак возрождения, как знак силы, данной от богов. Вот скандинавы, норвежская там теология и так далее, они всегда испокон веков считали, что береза это есть оберегающее звено и связь, что на березе обитают духи, которые оберегают материнство, оберегают скот, оберегают дом. Дальше. Начало цикла новой жизни. Беркана. Иногда просто брали в руки беркана, то есть чертили на каком-то там дощечке, на коже выжигали и просили для человека что-либо. Понимаете? Просили что-либо, ну, что он хотел в этот момент. Ну, имущество, дом и так далее. Вообще переводится Беркана как Великая Матерь. Поэтому ее и называют Матерь Беркана. Беркана, Матерь Великая. Руна. Еще раз говорю, женская грудь напоминает, эта руна в перевернутом состоянии. Она кормит мироздание. Потому что без роста, без возрождения природы, без перерождения природы у нас не будет ничего в этой жизни. Правда? Согласны со мной? И поэтому вот она руна-кормилица Беркана, Матерь Великая. Когда к ней обращались, считалось, что обращаются через нее к материнской силе природы, к мирозданию. Когда римляне завоевали Галлию, они взяли эти знаки себе как бы и очень многое переняли из теологии, из мифологии кельтов и остальных племен северных, там остготов, вандалов. Сейчас еще скажу все, уже улетело. Англосаксов, да. И
вот переняли это все, и они сравнивали эту руну с посланницей матери Геи. Вообще, по сути, они были правы, потому что Гея, она есть матерь мироздания, природы, матерь всех богов, мать Земля, Гея. И считалось, что вот она и есть посланница матери Геи. Они тоже называли эту руну матерь. Еще называли материнская грудь. Вообще слово мама, вы вообще знаете, что такое мама? Когда-нибудь слышали? Грудь, дорогие друзья, это греческое слово грудь, которое так и осталось в истории как понятие мать. Ребенок, который хотел грудь, он так и называл, что хочет. Как у нас дети называют и говорят, что я хочу. Они уже знают прекрасно, как называется это. Вот мама и есть женская грудь. Это греческое слово. Сейчас греки это используют или нет, не могу сказать, но это один из наречий греческого языка, который означает грудь, да. Кстати, я вам хочу сказать одну интересную вещь, интересный факт из истории. Почему говорят, что аисты приносят детей? Знаете, дело в том, что аисты питаются не только змеями, не только там червями и так далее. Аисты еще и очень хищные птицы, и они крали зайчат, когда их матерей не было рядом. Вот они зайчонков этих забирали, и зайчата в воздухе так кричали, как новорожденные дети. То есть они плакали, рыдали, как маленькие дети. Вот отсюда выражение, что аист приносит ребенка. Люди вначале думали, что это младенцы, которых аисты куда-то уносят. Это потом обнаружилось, что аисты э, забирают зайчат. А зайчонки маленькие так орут, кричат, как дети, да, как малыши. И отсюда выражение «аисты приносят детей» или «аист принес ребенка». Вот, на самом деле за основу очень зловещий факт, честно говоря. Ну вот они едят, да, они хищные птицы. Они приносят своим деткам, убивают клювом и едят. К сожалению, иногда едят еще пока в живом состоянии, просто раздирают. Поэтому вот эти крики ребенка, напоминающие люди, так и назвали, что это аисты, приносящие детей. Ну что делать, это природа. Жалко, но увы. Вот такая вот мать природа. Считает, что надо регулировать как бы популяцию зайцев в том числе. Какая разница, они потом станут добычей волка или охотника в любом случае. Итак, дорогие друзья, я попросила сделать 2 беркана. Это делает практик, то есть может взять готовую вот руну беркана, начерченные на коже. Ну, это отжиг называется. Или на куске каком-то там древесины, начитать для человека, и это нужно прикрепить над входной дверью с внутренней стороны. И то, что, и то, что просит человек, начнет приумножаться. Но знайте, руны теряют свою силу со временем. Вот когда вы добились всего, этот оберег нужно по новой либо начитать, усилить, либо сменить на новый. Но он хуже не сделает, но уже остановится, чтобы вы знали. Это делают практики для тех людей, с которыми работают. Но хочу вам сказать, дорогие друзья, это делают после чисток, после всего, для того, чтобы укрепить свою работу, если они считают нужным. Или делать для себя. Здесь я буду читать, скажем так, в своем лице и для Яны. Читать нужно руну Беркана 10 раз, потому что цифра круглая, цифра целостная, понимаете? И лучше, если будут вот такие кругляшки, потому что это говорит о том, что деньги будут идти по кругу, вокруг, и всегда придут снова к вам. Итак, начнем.
нужно взять в руки. Я по одному разу прочитаю. Я думаю, достаточно. Давайте вот так вот возьму. Вот таким образом, давая ему свою энергию. Я приветствую тебя, посланница Матери Земли, руна Матерь Беркана, дарующая рост, плодовитость и становление. О Беркана, оживись силой богов, наполняйся. Тянись к небу, моя сила жизни, приумножайся, мой достаток. К небу тянись, у неба проси для меня славы и величия. Сила Матери Земли, власть богов, величие сил, помощь духов мироздания, одарите свое создание. Я говорю Беркана, и мой доход растет. Я говорю Беркана, и мироздание мне помогает. Дарит защиту и оберегает. О Беркана, грудь богинь, они кормят мироздание, а ты корми свое создание, их создание, то есть меня. Оживись, Беркана, Матерь, осененная силой богов, приумножай мои блага, возвеличь меня до небес. Один мой рубль тысячей станет, один мой дом 3 дома станет. И тут можно перечислить все, что, то есть перечислять все, что человек хочет. Ну вот, например, одна машина 3 станет, там одна шуба 20 станет и так далее. Это реально. За время так и будет делать. Одно кольцо 10 станет и так далее. И добро мое расти не перестанет. Можно называть, можно нет, оно все равно будет расти, но называть стоит. Лейся, изобилие с небес на меня. Приумножайся, достаток мой, день ото дня. Беркана, силой северных богов, и по их воле я к твоей силе взываю. Рост и процветание от тебя отныне получаю. Так и будет, верю, знаю, заклинаю. И отдавая человеку, нужно говорить, чтобы человек часто, насколько он будет помнить, желательно каждый день, подходил и говорил, глядя на руну Беркана: «О, Матерь Беркана, пусть растут мои доходы. 1 рубль 1000 станет». И так далее. 1 дом 3 станет. Ну, все, что вы хотите, понимаете? И вот так часто говорить, то есть давать указания руне, чтобы она не просто висела, а еще и работала. Это моя руна. Я сюда положу. Теперь читаю для Яны и показываю, как нужно читать. Когда я выключу камеру, я, естественно, дальше прочитаю, сколько раз нужно. Пока я просто показываю, что надо. Я приветствую тебя, посланница Матери Земли, руна Беркана, дарующая рост, плодовитость и становление. О, Беркана, оживи силой богов и наполняйся, тянись к небу. Сила Яны и ее жизни приумножайся. Ее достаток к небу тянись. У неба проси для нее славы и величия. Сила Матери Земли, власть богов, величие сил, помощь духов мироздания, одарите свое создание. Я говорю Беркана, и доходы Яны растут. Я говорю Беркана, и мироздание ей помогает. Дарит защиту, оберегает. О Беркана, грудь богинь, они кормят мироздание, а ты корми их создание, то есть Яну. Оживись, Беркана, Матерь, осененная силой богов. Приумножай достатки и блага Яны. Возвеличь ее до небес.
Один ее рубль 1000 станет, один ее дом 3 дома станет, одна машина 4 станет. Я буду говорить много, но мне кажется, что лучше пусть она потом перечисляет, что ей хочется. И добро ее расти не перестанет. Лейся изобилие с небес на Яну, приумножайся достаток ее день ото дня. Перкана, силой северных богов и по их воле, я к твоей силе взываю. Рост и процветание от тебя отныне Яна получает. Так и будет. Верю, знаю, заклинаю. Дочитаю и передам ей. Еще раз говорю вам, друзья мои, такое могут, например, провести, прийти у ведьмы, попросить провести, это для практиков. Люди, которые владеют бизнесом. Начитать такое, повесить над дверями магазина, повесить над дверями своего дома. Они могут несколько начитать, усилить и отнести. И каждый день подойти, попросить, собственно говоря, и перечислить то, что они хотят приумножить. Что касается Яны, она не любит, когда говорят о ее личном, поэтому говорить не буду. Не переживайте, она эти ритуалы делает больше всех, потому как паспорт, ну, ничего, скоро получит он паспорт там, в местах не столь отдаленных. Так вот, дорогие друзья, она человек, знаете, очень жесткий и не будет верить всему. Когда Яна вообще познакомилась со мной и пришла на этот канал, она сказала, что она больше любила смотреть беседы исторические, ей было интересно, и тем более, что мы мыслим одинаково где-то именно касаемо социальных проблем и прочее. Но потом она начала делать. И человек, который не особо, не то, что не всерьез воспринимала, просто она не тот человек, который тут же поверит, побежит, но она поняла, что это ей помогло. Так что не переживайте за него, у нее все нормально. И те, кто давно делает, действительно реально видит, смотрит и понимает, что надо, и просит, и получает. Ведь я вам еще раз говорю, вы понимаете, это так приятно. Я научила людей, просто я дала людям в руки оружие. Время подонков закончилось. Закончилось время, когда можно было делать гадость, причинить боль и остаться безнаказанным. Теперь подлые люди получают свое. Теперь достойные люди поднимаются. И то, что люди за 1-2 года смогли дома себе купить, позволить и так далее, это великое дело, понимаете? Это постепенно, постепенно идет. И самое интересное, знаете, пишут, вот просто приятно делать ритуалы. Они яркие, они красивые. Приятно. Для чего нужен алтарь, благовоние, статуи? Чтобы вы настроились, чтобы силы видели ваши желания, чтобы вы настроились, открыли себя для сил, понимаете, усилили свою связь с этими силами удачи. А то сухо там на санном ковре чего-нибудь начертить на МП3 ручкой какие-то великие руны, и вот деньги посыпятся. Дорогие друзья, так не бывает. Богатство вызывают богатыми атрибутами, атрибутами богатства. Деньги вызывают деньгами. Понимаете, силу почитают, к силе показывают уважение, место выделяют, показывают им, дают им алтарь и так далее. То есть люди душой вот кипят к этому, они подходят к этому с душой, и им в руки дано просто возможность начать новую жизнь и жить по-новому. Эти ритуалы приятные, они вызывают приятные ощущения колдовства, они даже не колдовства, а волшебства какого-то, которое ты делаешь, и оно получается. Вот. Так что, дорогие друзья, что я хочу вам сказать. Придите в себя и будьте сильны. Или вы будете сильны и плюнете на все, что вокруг вас происходит, и поменяйте свою жизнь. Или вы будете сидеть и с обидой прямо в душе плакать, и, я не знаю, и переживать за что-то непонятно за что. Понимаете? Просто будьте сильны.
и мироздание вам будет давать. И запомните, меняется жизнь человека только тогда, когда он перестает реагировать на эти раздражающие факторы. Когда вы перестаете на них реагировать, ваша жизнь меняется. Одному мудрецу вот задали вопрос. Скажите, а как вы победили своих врагов? Он сказал, я их уничтожил. А каким образом? Я просто перестал о них думать. Вот и все. Вот перестаньте думать о плохом, перестаньте думать о врагах, перестаньте думать об обидах, о прошлом, кто вас обидел, что не так сказал, какую подлость вам сделали. Это все надо было пройти. Представьте, если бы вы в жизни ничего не прошли. Вы были бы тупые просто, какие-то тупорылые существа. Понимаете? Именно пройдя эту боль, вот это все, вы стали мудрее, умнее, вы стали хитрее, вы поняли, как надо подниматься, осторожнее. Вы представьте, если бы вы в жизни ничего не прошли. Вы настолько были бы тупые, просто как мои тапочки. Трудности, боль, испытания, они заставляют работать мозг. Только таким образом вы себя уважаете и цените, когда был ад, а теперь вы все это прошли, вы поднялись, вы всего добились. Когда люди начинают говорить, ой, мне так плохо, мне тяжело, я говорю, вы на себя в зеркало подойдите и посмотрите. У вас руки, ноги, глаза, уши, все на месте, волосы. Ну, все у вас есть. Где у вас плохо? Вам боги все дали и сказали, иди работай, создавай и поднимайся. А как сказать людям, которые на войне потеряли ноги, руки, понимаете, не могут двигаться, не могут видеть. Как тебе не стыдно просто сказать, мне плохо, я переживаю. За что? Какой-то козел Вася мне не позвонил. Очнитесь, женщины, плевать на этого Васю. Таких Вась будет, как в Африке обезьян. Знаете? И напоследок вам, помните анекдот такой интересный, когда девочка там побежала, мальчики писаются, она лезет туда, в эти кусты посмотреть, и они ее, значит, гонят. Она заплакала, побежала к маме, мама что-то сказала ей, поцеловала, она радостная приходит и говорит, ну и не надо показывать. Мне мама сказала, когда я вырасту, у меня вот такого, знаете, сколько будет? Ну и не надо мне показывать. Вот вы сейчас сидите, понимаете, и плачете. Будьте вот как та девочка, господи. Когда вы вырастете, у вас столько будет этих Вась. Нахер они вам интересны сидеть и плакать? Не позвонил. Да плевать на него. Не позвонил, потерял вас. Это худшее наказание для него. Он дурак. Все, до свидания. Понимаете? Вот относитесь к жизни, как та самая девочка. Все у вас будет очень много, если вы вырастете. Морально вырастете, как люди. Понимаете? Просто подсознательно. Стать 40 лет, это еще не значит стать зрелым человеком. И в 40 лет тоже остаются дурочками. Сидят, вон, показывали одну, рожает и рожает, рожает и рожает. Единственное, что в этой жизни научилась, это рожать. Рожать да рожать. Потом шла опять с гордостью. А я вот беременная еще, рожай и рожай, твою мать. Понимаете? И она зрелая? Нет, ей 45 лет, она дура 11-летняя, и она далеко не поднялась. Вот будьте просто зрелыми. Когда вы будете зрелые люди, просто зрелые люди, у вас все поменяется. А теперь всем удачи, всех благ. И еще раз говорю, для определенных личностей будет взята моя идея, верну на базу. И вы посмотрите, сколько народу увидит эту работу, оценит, а сколько ваша вот эта вот херотень вообще кто-либо, кроме таких примитивных чмошников, как вы, вообще смотрит. Так что нет смысла у меня воровать. Все равно я все это верну, и вы все будете всесоюзные клоуны. Это мы уже поняли. Все, дорогие друзья. Всем удачи и всех благ.